Существует остров, на котором с начала его появления проводятся научные эксперименты. Доступ к нему людей запрещен. Всех ученых, кто туда прибывал для исследования, обыскивают на предмет запрещенных вещей. Рождение нового острова из глубин океана, события планетарного масштаба, также формировались континенты много миллионов лет назад, задолго до появления на них жизни, а остров, поднявшийся над поверхностью океана в результате извержения подводного вулкана, в наши дни предоставляет уникальную возможность ученым исследовать процессы возникновения и распространения жизни на Земле в условиях природной лаборатории. Такое невероятное событие произошло 14 ноября 1963 года вблизи южной оконечности Исландии в группе вулканических островов. По счастливой случайности этому были свидетели. Начало процесса. Ранним утром того дня рыболовецкое судно «Алейфер-2» шло в водах Атлантики вблизи южных берегов Исландии в поисках косяков трески. Океан был спокоен, неожиданно корабль получил удар волны, сильно накренился, а когда восстановил равновесие, моряки увидели столб дыма, поднимающийся с водной глади. Решив, что какое-то другое судно терпит бедствие, экипаж поспешил на помощь, но когда Алейфер-2 приблизился к источнику дыма, стало ясно, что никакого судна там нет. За пожар были приняты клубы пара и огня от извержения подводного вулкана. Во избежание опасности капитан поспешил взять обратный курс. Так рыбаки оказались свидетелями крайне редкого события — рождения острова. Фотографы, сайтисты и ученые со всего мира моментально слетелись в акватории океана, чтобы увидеть все собственными глазами, но извержение продолжалось еще несколько дней. Все вокруг было окутано тучами вулканического пепла, столб его был виден на расстоянии 120 километров, только к концу ноября остров можно было разглядеть, а в конце января 1964 года он уже возвышался на 50 метров над уровнем моря, и площадь его поверхности и составила 2,5 квадратных километра. Правительственным решением ему было присвоено имя Сюртси в честь Сюртура, владыки Мустельхейма и повелителя огненных великанов. Согласно скандинавской мифологии, когда наступит Рагнарёк и падут все боги, Сюртур метнет огонь на землю и сожжет весь мир. Довольно мрачное имя было выбрано для новорожденного, что совсем не понравилось исландцам, и в народе остров прозвали в честь Элвиса Пресли, потому что форма острова в то время сильно напоминала прическу короля рок-н-ролла. Для ученых же этот остров стал настоящим подарком. Поначалу все опасались, что он просуществует недолго. Если не опустится снова на дно океана, то его погубит эрозия, и действительно, за 40 лет существования площадь поверхности острова уменьшилась вдвое, но с середины 80-х годов темп эрозии резко замедлился. Специалисты утверждают, что через несколько лет он перестанет разрушаться. С момента появления твердой породы выше уровня океана на Сюртсее проводятся научные исследования. Для частоты эксперимента доступ сюда ограничен. С самого начала учеными было точно установлено, что бактерии и прочие микроорганизмы поселились на сердце, и уже в первые часы рождения острова в 1965 году стали появляться растения. Вначале, как и ожидалось, это были мхи или шайники. В середине 80-х годов здесь насчитывалось уже более 20 видов растений. Первой расцвела морская горчица. В 1998 году был обнаружен первый кустарник ива филикалистная. К 2008 году уже было найдено 69 видов растений. Ежегодно на острове появляется от 2 до 5 новых видов растений. Сюртселе лежит на пути перелетных птиц. Птицы удобряют своим пометом бесплодный остров и, занося непереваренные зерна растений, способствует интенсивному распространению флоры на его территории. Но и сами пернатые начали обживать необитаемый остров. Первыми появились буревестники и гагарки, затем чайки, и свели здесь гнезда, поселились лебеди, гуси-вороны. В 21 веке уже обнаружились гнездовья тупиков. Насекомые тоже быстро освоились в новой среде. Теперь здесь полно червей, пауков, мух, жуков, клещей и других малых существ. Морские воды вокруг богаты рыбой и планктоном.
Сюртси по-прежнему необитаем для исследователей, построена небольшая хибара, в которой они могут переночевать при необходимости. Все прибывающие на остров тщательно досматриваются, чтобы никакие растения или животные не были внесены в эту экосистему. Эксперимент продолжается. Остров Сюртси еще одно живое доказательство, что не Земля нуждается в нас, а мы в ней. Природе не нужны искусственные семена, человеческая рука для того, чтобы зародить жизнь. Она могущественна и величественна сама по себе, а мы в этом мире лишь ее часть. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.